Правда ли, что два участника BTS, Чингук и Тэхён, стали частью эмоционального инцидента, который оставил тысячи поклонников по всему миру в полном шоке? Что именно произошло той ночью в международном аэропорту Сеула, когда Ким Тэхён, икона спокойствия и харизмы, был замечен рыдающим в объятиях своего лучшего друга и участника группы Чон Чингука? И что еще удивительнее, почему Чингук решил выпустить официальное заявление после этого инцидента, что только усилило внутреннюю напряженность внутри HYBE? События той ночи — это не просто прощание или обычная встреча между участниками группы. По данным с камер наблюдения в аэропорту, местным репортажам и анонимным свидетельствам некоторых сотрудников HYBE, это был кульминационный момент скрытого напряжения, накапливавшегося в течение долгого времени. Момент, когда Тэхён крепко обнял Чингука, не в силах сдержать слезы, тронул сердце фанатов по всему миру. И одновременно раскрыл скрытые проблемы, связанные с внутренним давлением, конфликтами интересов и крупными переменами в управлении BTS. Хотя публике демонстрировалась лишь внешняя гармония, за кулисами происходили куда более сложные процессы. Переломным моментом стала внезапная поездка Чингука в Японию по нераскрытой повестке HYBE и неожиданное появление Тэхёна в аэропорту, чтобы его проводить. Именно там произошел одновременно трогательный и подозрительный момент. Продолжительное объятие, короткий шепот и неконтролируемые слезы перед десятками камер. Многие расценили это как сигнал разногласий или даже тихий протест против решений руководства. Самый важный вопрос – почему Чингук решил заговорить? И что именно он сказал, что раскололо мнение общественности, особенно ARMY и корейских СМИ? В письменном заявлении, выпущенном через агентство 2 августа, Чингук сказал, многие вещи были поняты неправильно, и личные отношения между участниками не всегда совпадают с курсом компании. Эта фраза тонко намекнула на напряженность между личными стремлениями участников и амбициозными планами HYBE для BTS после службы в армии. Он добавил, прощание в аэропорту — это не просто проводы, это отражение гораздо более глубоких процессов. Заявление Чингука также дало понять, что Тэхён находился под эмоциональным давлением, так как HYBE возложила на него роль своего рода миротворца в решении внутренних конфликтов. Эта роль, по мнению некоторых, серьезно повлияла на его тесную связь с Чингуком. Утечка внутренних документов HYBE лишь подлила масло в огонь. В них говорится о серьезных разногласиях между креативной командой и некоторыми участниками BTS относительно художественного направления и графика продвижения. Сообщается, что Тэхён отказался от нескольких международных коллабораций, желая сосредоточиться на сольных проектах, в то время как Чингук был более открыт для глобальных предложений. Эти расхождения вызвали эмоциональное напряжение, которое и привело к драматичной сцене в аэропорту. Даже бывшие сотрудники признали, то, что видит публика, лишь верхушка айсберга. То, что происходит перед камерой, очень отличается от того, что происходит за кулисами, сказал старший сотрудник, работавший на туре BTS в 2022 году. После пандемии давление со стороны компании только усилилось. И это повлияло на их отношения. Хотя Чингук никого не обвинил напрямую, его заявление вызвало волну обсуждений. Южнокорейские СМИ вышли с заголовками вроде «Чингук наконец заговорил, это конец единства BTS», а международные издания подчеркнули человеческую сторону кумиров, вынужденных всегда выглядеть безупречно. Тэхён, напротив, остался безмолвен. Однако он выложил в Инстаграм черно-белую фотографию, где он смотрит в небо из окна автомобиля. Без подписи фото было расценено как символичное. Многие фанаты связали это с песней Blue Ampersand Grey, написанной им совместно с Аром. Композицией о душевной усталости и поиске смысла под гнетом индустрии. Видео с плачущим Тэхёном быстро разлетелось по TikTok, вызвав как сочувствие, так и споры. Одни восхищались искренними эмоциями, другие задавались вопросом, почему такой личный момент произошел публично? Было ли это спонтанно или задумано? Этот случай стал поводом для гораздо более масштабного обсуждения, как давление индустрии, ожидания публики и корпоративные интересы могут повлиять и даже разрушить личные грани жизни артистов. Чингук и Тэхён теперь стоят на перепутье, от которого зависит будущее всей легендарной группы. Была ли сцена в аэропорту символом примирения или расставания?
Было ли заявление Чингука актом тихого сопротивления? И главное, что ждет их отношения, как личные, так и профессиональные, в преддверии большого камбэка BTS в 2026 году? Эмоциональный инцидент в аэропорту между Тэхёном и Чингуком. Это не просто личный момент, а отражение скрытых конфликтов, которые давно назревали внутри BTS и HYBE. Слезы, объятия и официальное заявление Чингука открыли глаза общественности. За идеальным образом BTS скрывается эмоциональное давление, творческие разногласия и хрупкая внутренняя динамика. Сегодня Чингук и Тэхён стоят на важном перепутье, где их личные и профессиональные отношения подвергаются серьезному испытанию в условиях индустрии, требующей безупречности. Является ли это началом крупного перелома в направлении BTS? Или это всего лишь кризис, который сделает их сильнее? Ответа пока нет. Но ясно одно, мир больше не смотрит на BTS как на безупречных кумиров, теперь их видят как людей, которые борются за сохранение своей подлинной сущности.